Многие думают, что цельнозерновой пшеничный хлеб, он тяжелый, плотный, не очень красивый и не очень вкусный. Это огромное заблуждение. Если вам попался такой хлеб, это значит, что он выпечен с нарушением технологии из не очень качественной муки. Я сделала вот такой абсолютно цельнозерновой хлеб. Согласитесь, он очень красивый. Я назвала его «Золотой стандарт цельнозернового хлеба», потому что мне кажется, что это прям прекрасный вариант, на базе которого можно делать различные вариации с добавками, может быть, с семечками или с чем-то, что вы тоже очень любите. Смотрите это видео, пеките со мной такой прекрасный хлеб, ставьте лайки, если вам нравится это видео, и подписывайтесь на мой канал. Ну а сейчас начнем печь. Добрый день, дорогие пекари! Сегодня я покажу вам рецепт, который вы просили. Это тот хлеб, который я пекла, чтобы показать секрет пузатых буханок. Ссылку на видео с секретом оставлю. А сегодня я вам покажу цельнозерновой пшеничный хлеб. Он на 100% цельнозерновой. Я часто пеку белый хлеб на высшем сорте, но, честно говоря, больше я люблю цельнозерновой хлеб, понимая всю его пользу. И понимая, что многим просто не показано по состоянию здоровья есть белый хлеб, поэтому сегодня делаем 100% цельнозерновой. Я вам сейчас показываю опару. Это пшеничная базовая опара, сделанная на цельнозерновой муке. Закваску я веду на высшем сорте, и, соответственно, стартер у меня был на высшем сорте. Я взяла в равных пропорциях стартер, воду и цельнозерновую муку и дала подняться. Я сейчас буду говорить пропорции на всего одну буханочку, хотя здесь опара у меня больше. Мне потребуется 65 граммов этой опары на цельнозерновой муке. Чтобы получить 65 грамм, мы берем, например, 20 граммов стартера, 22 грамма или 23 грамма воды и 23 грамма цельнозерновой муки и получаем, соответственно, 65 граммов опары. Опара у меня хорошо подошла, она подходила, сейчас скажу сколько, 6 часов. Итак, берем базовую пшеничную опару и ледяную воду. О роли температуры я уже много раз говорила, о роли холодной воды тоже говорила. Сейчас в помещении тепло, в холодильнике тоже достаточно тепло. Сейчас лето, жарко еще на улице, поэтому мы стараемся тесто не перегревать и не перебраживать. Вот чтобы оно не перебродило и не перегрелось, нам необходима ледяная вода. К опаре я добавляю 200 граммов ледяной воды. И я возьму два вида муки. Этот рецепт, это соотношение ингредиентов я придумала сама. Из рекомендаций, которые могу вам дать, берите цельнозерновую муку тонкого помола. Она даст вам более нежный мякиш, чем мука грубого помола. Отруби и муку грубого помола мы тоже добавляем, но в небольшом количестве. Основной объем теста будет на цельнозерновой муке тонкого помола. Эту муку я очень люблю, это Тамбов крахмал. Возможно, у вас есть какие-то другие производители, либо собственная мельница домашняя вы мелите, делайте тонкий помол, либо отсевайте отруби. Лучше цельно смолотые, все-таки промышленными жерновами. Здесь вот каменными жерновами смолото. Очень хорошая тонкого помола цельнозерновая мука. Ее мне потребуется 270 граммов. Да, забыла сказать. Вообще про эту муку я уже много раз говорила. Можно посмотреть. Вот здесь вот видно. Содержание белка в этой муке 11 граммов, 11%. И еще эту муку я тоже уже показывала. Я купила Helsinki Mills. Это финская мука, тоже цельнозерновая, биомука, органическая. Но она довольно крупного помола, поэтому я делаю ее в качестве добавки. Ее я добавлю 10%, это 30 граммов. Она нам даст текстуры, аромата и не утяжелит хлеб. У нее показатель белка 12. Не знаю, видно здесь вот состав. Да, показатель белка у нее 12. Вот, протеин. Это пока все. Перемешиваю. Еще сделаю одну подготовительную вещь. Я сюда положила 6 граммов соли, налила 25 граммов воды и перемешиваю до полного растворения.
Ну, либо оставляю на какое-то время, она сама растворится. Я замесила первичное тесто. И сейчас отправлю его на аутолиз, оставлю, вернее, при комнатной температуре на аутолиз на 30-40 минут. Обязательно накрываем пленкой. Накрыла пакетом, оставляю на 30 минут. Так, прошел у меня аутолиз 30 минут, плюс соль почти растворилась, даже если несколько крупинок осталось, не страшно. И сейчас мне нужно провести замес теста вместе с этой водой с солью. Выливаю воду, все нерастворенные кристаллы соли также добавляю сюда. И провожу замес теста до однородности. Я перешла на стол. В замесе теста на цельнозерновой хлеб, потому что тесто влажное, и в миске его месить очень неудобно. Поэтому переходим на стол. Можно сначала месить растиранием, потом можно перейти к отбиванию, как более действенному методу при замесе влажного теста. А здесь у нас тесто влажностью порядка 80%. Посчитайте сами, напишите мне в комментариях, какая итого получилась влажность у меня этого теста. И таким образом замешиваю до гладкости. Смотрите, я мешу уже порядка 5-7 минут. Тесто начало хорошо собираться. И я использую этот прием часто. Я его сейчас отставлю минуты на 3-5. И после этого подмешу. Оно должно собраться еще быстрее. Оставляем на небольшую паузу и потом домешиваем. Тесто полежало у меня несколько минут. И сейчас я его подмешу. Не надо отрывать, если оно прилипло. Помогаем себе скребком или шпателем. Ну, вот я думаю, видно все, да? То есть я сделала 4 движения, и тесто замесилось. Я могу еще чуть-чуть его подмесить, но уже нет в этом смысла. Беру миску, чуть-чуть на дно добавляю масло, смазываю, собираю наш шарик теста и кладу его в миску. Все. Теперь у нас начинается этап брожения, и во время брожения я буду складывать каждые 20 минут, складывать, по-разному обминать в течение первых 2 часов брожения. То есть через 20 минут мы подходим к этому тесту и складываем. Брожение суммарно будет проходить 3 часа, складываем первые 2 часа. И брожение будет проходить при комнатной температуре, сейчас у меня 23 градуса. У меня тесто простояло 20 минут. Смачиваем руки, обязательно складываем при помощи смоченных рук. Вытягиваю вверх, складываю до середины, разворачиваю, подхватываю с другой стороны снизу, накрываю, разворачиваю на 90 градусов, накрываю и с другой стороны. И вот так накрываю. Можно перевернуть. Оставляю еще на 20 минут. У меня вторая обминка теста. Начинаем от незакрытого края. Там, где была складка, растягиваем, можно прямо вот так потянуть, посильнее, заворачиваем и с боков. И можно снова перевернуть. И оставляю еще на 20 минут. У меня третья обминка теста, смачиваю руки и вытягиваю с одной стороны. Там с другой стороны можно побольше потянуть, дать ему стечь. И с боков. Здесь тянется хуже, поэтому не рвем, заворачиваем. И оставляю еще на 20 минут. У нас четвертая обминка теста. Также вытягиваю его, складываю до половины. С другой стороны вытягиваю. За 20 минут она не успевает сильно расслабиться. Но, тем не менее, мы его складываем. И с четвертой стороны. И оставляю еще на 20 минут. И у меня сейчас пятая обминка теста. Пятую обминку я буду проводить в формате ламинирования. Смачиваю стол водой.
Выкладываю тесто на стол и начинаю его растягивать на столе. Растягивать, напоминаю, нужно от центра к краям на максимально возможную площадь. Вот уже начало рваться, надо избегать разрывов. Старайтесь его не рвать, старайтесь его тянуть. Если руки немного прилипают, то смачивайте руки. Проходим по всему периметру теста и растягиваем его. Если образовались надрывы, просто в этом месте больше не тянем, не усердствуем. Хорошее, послушное, эластичное тесто, мне нравится. И напомню, что это цельнозерновое тесто, полностью цельнозерновое. Все, я растянула и теперь сворачиваю. Немножко приподнимаю, подтягиваю и сворачиваю. И заворачиваю тесто в рулет. После этого возвращаю в миску еще на 20 минут. Прошло еще 20 минут брожения теста. Я снова смачиваю стол. Снова выкладываю его на поверхность и начинаю растягивать. Вот такие пузыри уже появились, но это за счет ламинирования появились пузыри. Это не пузыри в результате брожения, это пузыри в результате ламинирования. 20 минут для растягивания сильного маловато, но я не хочу перебраживать тесто слишком долго, потому что сейчас тепло, сейчас температура в комнате в течение дня 23-24. Я считаю, что это жарко, поэтому я не хочу долго держать, тем более, что у меня будет расстойка потом в холодильнике. Так, насколько смогла, растянула, завернула, еще раз завернула и отправила снова на брожение. Сейчас я оставлю тесто на час, складывать его не буду, оно будет просто спокойно бродить час. Оставляем. Прошел час брожения теста. Оно не очень сильно увеличилось, но у меня задача оставить его на ночь на расстойку в холодильнике, поэтому мне не нужно, чтобы тесто было сильно выброжено. Я делаю так, чтобы оно было недобродившим. Подсыпаю муку и выкладываю тесто на стол. И на этом процесс его брожения будет завершен. Брожение именно в миске. Дальше пойдет уже расстойка. Сейчас я сделаю округление, предформовочку. Все. Оставляю тесто минут на 10-15. После этого буду формовать. А сейчас приготовлю расстоечную корзину. Тесто у меня прошло небольшую отлежку. Теперь его можно заформовать. Пузыри лопаются. Хоть тесто и недовыброженное, заметно недовыброженное, но я компенсирую это длительной расстойкой в холоде в холодильнике. Запечатываю заготовку и укладываю в расстоечную корзину. И после этого я отправляю на расстойку в холодильник на 12-15 часов на самую нижнюю полочку, там, где ящики для овощей. И там у меня сейчас температура, я проверила, 4,3 градуса. То есть это холодная температура, и я отправляю туда свою заготовку. Обязательно накрываем пленочкой сверху, чтобы не заветривалось. Подсыпаем мукой. Все, оставляю до утра. Заготовка моя прошла расстойку холодную. Она увеличилась примерно в 1,5 раза, не очень сильно, но из-за того, что у меня было не очень долгое брожение и длительная расстойка в холоде, около 4 градусов тепла у меня температура, она не может сильно увеличиться. У меня сейчас разогревается духовка на 250 градусов.
Я сейчас высажу хлеб на пекарскую бумагу и отправлю под колпак на 250 градусов на 15 минут. Потом сниму колпак и допеку при 220. В качестве колпака я использую толстую литую алюминиевую гусятницу. Обратите внимание, что заготовка у меня не очень увеличилась, но при этом она не расплывается в стороны сейчас, хоть я ее уже несколько минут держу и вам говорю. То есть она у меня не перебродившая, может быть даже легкий недоброд, но это мы увидим позже. Посмотрите, вот именно такого результата я и добивалась. Абсолютно идеальный хлеб, он прекрасен. Он просто великолепный. Смотрите, какая глянцевая корка, какие круглые бока, какой высоченный подъем, какой высоченный гребень. Великолепный хлеб, и при этом он на 100% цельнозерновой. У меня есть желание назвать его золотым стандартом. Наверное, так я его назову. Золотой стандарт цельнозернового пшеничного хлеба. Даю ему остыть, разрежем, посмотрим. Но я думаю, что он шикарный внутри. Давайте посмотрим на результат еще раз. Я очень довольна. Честно говоря, этот хлеб получился у меня еще лучше, чем те хлеба, которые я вам показывала на эксперименте, где я делала 4 хлеба. Но здесь он был один. Можно было сосредоточиться на одном и на его качестве. Видите, да, какой гребень высокий? Вот так можно посмотреть. Очень высокий гребешок. Огромное раскрытие, больше, чем наполовину буханки. Шикарно он раскрылся. Послушайте хруст. Тоненькая-тоненькая хрустящая корочка. И посмотрите, какая корочка. Какая красивая глянцевая корочка. Не мучная, а вот такая вот в пузыриках. Очень хрупкая, тонкая корочка. Красавица. Методом проб и ошибок я пришла вот к такой рецептуре. Она мне очень нравится. Я обожаю цельнозерновой хлеб. И в таком виде его есть приятно. Он красивый. И те, кто говорят, что хлеб цельнозерновой, он тяжелый, плотный, серый, невкусный, это все неправда. Вы видите, какой шикарный, пузатый он бывает. Ну и давайте разрежем. Посмотрим на его внутренний мир. Мне прям волнительно. Резать, честно говоря, его прямо жалко. Вот такой красавец. Как я уже показывала в видео «Секрет пузатых буханок», вот такая структура хлеба получается при недорастойке. Чтобы получить более пористый и однородный мякиш, необходимо провести больше обминок и дольше расстойку. Ну, у меня получился вот такой вот с огромными-огромными порами. И он тоже очень вкусный, он мягкий. Смотрите, какой мягкий воздушный мякиш с огромными-огромными дырками. И это полностью цельнозерновой хлеб. Абсолютно полезный тем, кто соблюдает диеты, не ест белый хлеб, не ест белую муку. Поэтому, если вам говорят, что хлеб цельнозерновой это что-то серое, невзрачное, тяжелое и не очень вкусное, это неправда. Пеките со мной, вы всегда будете с очень вкусным, ароматным, воздушным и полезным хлебом. Подписывайтесь на мой канал, будем печь и испечем еще много всего интересного.